Это видео пилотное, в нем нет сверхдинамичного монтажа. Это не какой-то сторителлинг пока что, хотя такие будут на канале. Это видео скорее возможность для вас услышать голоса тех людей, которые вы обычно не слышите. И все, конечно, понимают, что расизм это плохо, но не все до конца осознают, почему это настолько плохо. И также какие невидимые для невооруженного глаза формы он может принимать. Ну, конечно, по этой причине очень важно послушать людей, для которых эта проблема является не теоретическим явлением, а абсолютно реальным жизненным опытом. В общем, до документалок, глубоких разборов и прочего мы еще дойдем, но сегодня просто поговорим. Темная страница американской истории Барак Обама. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100. О-о-о. Здравствуйте, здравствуйте. Black Lives Matter, Black Да Lives можете не орать. Matter. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают и все. Вот примерно так я слышу людей, которые пытаются апеллировать к тому, чем раньше определялся расизм в словарях, относительно того, что происходит сейчас. Понимаете, ребят, этот термин, он эволюционировал, как и любая страшная ужасная вещь, как хорошая вещь. Все мутирует, все развивается, все модифицируется, все меняется. Первое, что сказал дедушка. У меня по маминой линии бабушка и дедушка русские. Бабушка в оккупированном Ленинграде изготавливал снаряд для российской армии. Дедушка прошел всю войну, был дважды ранен, 2 года назад в Агу. И когда он узнал, что его дочери 18-летний будет черный ребенок, первое, что он сказал: притащи в дом обезьяну, я тебя выгоню из дома. Сталкивался ли ты когда-нибудь в России с расизмом? Естественно. Естественно. В 96-м ты идешь по улице: о, негры! Я еду, заехал на тротуар. Ну, надо было, потому что, блядь, так получилось. Мужчина говорит: посмотри, гориллы за рулем. И обезьяны назвать, и там неграм, и всем. Ну, то есть список стандартный, как бы ничего нового никто не изобретал. Случайно задел мужчину плечом, он мне сказал, типа, куда ты идешь, обезьяна черная, смотри. Прилетает это объявление, типа, девочки, вы видели, там просто написано: нигерша, 20, типа, 30 лет, точка, просто немецкая нигерша. Мы такие: что? Не хочу сидеть, где она сидела. С расизмом на бытовом уровне. Вы наверняка тоже встречались постоянно. И до сих пор? Это каждый день. Что ты скажешь о расизме сейчас? Я каждый день с ним сталкиваюсь. Просто в бытовом проявлении. И подобно любому явлению из прошлого, оно раньше было таким прям жестким, откровенным, как бензопила. И сейчас мы уже живем в таком обществе, в котором, даже для расиста это не норма. Вот выйти и там повесить кого-то на дереве, там кому-то в голову. Это законодательно не норма, это морально не норма. Поэтому появляются более изощренные способы это проявлять, более гуманные способы, более незаметные способы. Поэтому да, такие ребята, как мы, которые рождаемся в подобном европейском обществе, у нас есть стандарты, повыше, чем базовый минимум. В современности, у нас расизм определяется не по самоназванию. Единственное, что имеет смысл, это эффект, механизм. И уже пошло это движение скинхед. На меня нападали около 6 раз. В 2 случаях я попал в больницу. Я скучаю по временам, когда я ходил по улицам, вот так он мне и сказал: это господи. Ну, то есть, ты ведешь меня по центру Петербурга, и ты мне говоришь такие вещи. В 90-е годы, я рос в Петербурге, в Пскове, была история со скинхедом, то есть очень было популярное направление. Наносили вред здоровью просто исходя из того, что ты другого цвета кожи. Подъехали 2 просто автобуса скинхедов и просто стали закидывать камнями. А я была, с мамой гуляла, она с коляской, вот у нее остался шрам. Вот настолько, то, что мама там всяких студентов спасала, потому что их избивали, они приходили в посольство, чтобы там они их отправили или что-то приняли. Вот сейчас это происходит реже. Намного реже. У африканцев была рассылка по телефону. Типа, в этом районе убили такого-то человека. Нас всегда должен понимать, куда тебе пойти, куда тебе не пойти. Стрячивает мне грим на глаз, такой говорит: домой нахер. Я такой: чего? Я уже сниманулся, я лет 15 такое. То есть опять взрослый чувак, который газует на ребенка. 30-летний, да, какой-то чувак. Потом, мне уже сказали, что он, нацист. И в итоге окружили, начали толкать из стороны в сторону, очень сильно прям толкать. То есть я прям падала на землю, я там начала плакать, конечно, мне было 12 лет. И там говорила, отпустите меня, все такое. Они вообще не слушали меня. И там была единственная девочка среди этой компании, и она меня спасла, можно сказать. То есть она начала там орать. Мне было лет, наверное, 8-9, и я написала в своем личном дневнике, что я хочу покончить с потому что меня называют негром. Я иду к метро, огромная толпа фанатов идет в сторону стадиона, они смотрят на меня и просто там начинают орать, типа там негр, литосы, там, езжай обратно в Африку, там. Что-то, ну-ка, там, уйди отсюда, там, вали к себе домой. У нас там был мальчик, который бил меня в гардеробе старших классов на расовой почве, вот он изображал обезьяну. Каждый раз, когда я подхожу, это было на протяжении, может быть, нескольких лет. Все это видели, весь педагогический состав, профессорско-педагогический, так сказать. Им было все равно. Пусть им жить с этим, не мне. Недалеко от дома у нас была поле, мы его там называли ШПТ. Мы там играли, там были мои друзья, тоже такие, как я, и просто забежали ребята лысые и просто начали нас бить камнями. Даже руку мне сломали. Открытый перелом у меня был, вот тут у меня шрам, кость торчала. Когда уже все мои там друзья, одноклассники ходят без мамы, сейчас я понимаю, почему так, тогда я как-то так, В то время у меня Максим, ему говорит 6 лет, идет парень, взрослый парень, 17 лет. Он не знает, что я на балконе смотрю, иди сюда, что на жопу, и берут, и харкнут, и ему в лицо.
То есть в одном прожекторе мы видим конкретные примеры, прям, это абсолютно жесткие вещи. Эти люди говорят, я считаю. И второй прожектор — это люди, которые проявляют толерантность к тем вещам, которые в современной академической реальности, признаны расизмом, примерами расизма. Я этого не чувствую, я чувствую, что я просто мясо для них, которое можно просто в любой момент трахнуть и бросить. Ну, не так. Вообще все не так, Зай. У меня не твоя жизнь вообще. Мы росли в огромной любви. Брата моего старшего дедушка даже в садик не отдал, он сам с ним сидел. Но много изменился. Я могу сказать правду, что... Русские хорошие люди в России, вы можете назвать темнокожего нигер. На букву «Н» отношусь, в принципе, спокойно. Я считаю, что расизм меня. Но мне кажется, какие люди, совершенно без разницы, кто перед ними или кого он цвета. Я живу, у меня жена русская, ребенок русский. Вы не знаете, какая страна сильная, могущая. И я верю. Я честно говорю, что русский по таковому по духу не расист. А в школе нет, не обижали меня. В детстве люди ведут себя абсолютно по-другому, неосознанно какие-то вещи совершают. Кто я, чтобы им сказать, что вот это очень плохо? Но мне кажется, дискриминация, она уменьшилась, потому что идет развитие всяких мыслей, идей, прогрессивных мыслей. В целом, накаленности им стало меньше. И все-таки мне хочется верить, что прогрессирует. И, не знаю, мне кажется, может, люди как-то образовываются. Тоже хочется очень в это верить. Здесь я стою на улице, проходят люди, я не чувствую никакого расизма. Очень много коренных народов, которые живут на равной праве с другими, что о каком расисте может идти речь. Какую реальность вы предпочитаете считать реальностью, а какую выдумкой или чем-то надуманным? То есть, что вот ваш мозг, когда вы видите вот все вот эти вот, всю эту подборку, что вы для себя пометили как, выдумывает человек? Нет, вот это уже правда, мы правда. Заметьте. 2 прожектора, и они находятся в одной комнате и подсвечивают одну комнату, наполненную всеми этими фактами. Почему определенный голос становится для вас статистикой, а другой голос для вас становится неприятным исключением? У многих людей настолько повторяющиеся паттерны этого, что вот можно просто взять и смонтировать их речь, чтобы они говорили вот я бла-бла-бла-бла-бла. Чунга-чанга, все эти песенки, да, моя или негр. Все детство. Идешь по улице, ай-яй-яй, все. Это был саундтрек просто. Когда ходила в детский сад, когда ходила в школу, шоколад и заяц, мулатка, шоколадка. Там. Ко мне подбегает одноклассник и начинает. Я шоколадный заяц. Какой-то игнор учителей всей этой проблемы, то есть они делали вид, что всего этого нет. И у меня четкое ощущение сложилось, что действительно дело во мне. И то, что мне надо как-то затаиться, спрятаться, вообще с людьми никак не контактировать, тогда все будет нормально. Прессинг начался уже во время самого входа детей с родителями в класс. Я слышу какие-то нездоровые обсуждения от ровесников, даже от учителей, которые как-то один раз обсуждали, что неужели там нормальных русских мужиков не было на тему моей мамы. Все перешептывались, показывали пальцами. Показать пальцем. Тыкали пальцем, вот он черный, вот он негр. Это был университет имени Райкина. Когда я отучилась на учителя русского языка и литературы, у меня тоже был такой разговор с преподавателем. Ты понимаешь, что тебе будет очень сложно устроиться на работу учителем русского языка и литературы? Когда там, не знаю, тебя в кафе не берут официантом, когда тебя там, не знаю, в детстве, когда ты там танцами занимаешься, ставят на задний ряд, потому что ты не вписываешься в коллектив. Но вот когда с тобой фоново идет вот это вот ощущение, что ты второй сорт по жизни, да, это дискриминация, она действительно существует. Я вместе с чуваком русским, моим знакомым, проходили тесты на то, чтобы быть консультантом у автоматов этих. И я лучше сдал его, потому что там IQ-тест был, т.д. Его взяли, меня не взяли. Там у нас было 3 человека буквально темнокожих, там я, папа, еще одна девчонка мулатка, тоже каждый выход мой на улицу становился для меня испытанием, каждый второй человек считал своим долгом там посмеяться надо мной. Там. Они поворачивали настолько сильно голову, что могли просто повредить свои шейные позвонки. Сколько я жила в Чертаново? И в то время я жил в районе Чертанова. Все эти 17 лет, если мы должны были с ней в один лифт зайти, она со мной никогда не заходила. И она всегда моим родителям высказывала там из разряда, пусть она не обижается, я просто вот у меня такие принципы. 17 лет живешь в России, ты не нравишься мальчикам, ты прекрасно понимаешь, почему ты не нравишься мальчикам. Я не буду встречаться с тобой, потому что считаю, что темнокожие девушки не для серьезных отношений. Не потому, что ты высокая и так далее, а потому что ты выглядишь максимально нетипично, это, опять-таки, не все готовы понять, принять и как-то нормально с этим жить. То, естественно, это накладывает какой-то отпечаток на самооценку, у меня с этим были очень большие проблемы. Ты классная, все круто. Ну кого ты будешь играть? Рабыню, служанку? Как бы я очень люблю своих друзей там, любого происхождения, но вот человек, который с этим сталкивался, он это никогда не поймет. Все равно есть то, чего не поймут никогда. И есть это часто встречающееся восприятие тебя как какой-то функции, как какого-то, не знаю, качества, как какого-то трофея, да. Последним аргументом в споре было вот ты черный, вот ты не прав. Расизм есть и в России, и в Америке. Только в России, отрицают его наличие, и, ничего с этим, естественно, не делают. А в Америке признают проблему. И как могут, пытаются или хотя бы делают вид, что пытаются ее решить. Пока мы не признаем, что мы в очке, мы не вылезем из него. Мы не монолит. Мы, да, общая культура, но у нас 1000 разных взглядов, 1000 разных мнений. Нет одного общего мнения. Разговор про расизм вы должны в первую очередь вести вот тут вот у себя в голове, рефлексировать, разговаривать сами с собой, замечать что-то за собой, общаться, слушать разные точки зрения, понимать, что, бывает по-разному. И я понимаю, почему удобнее и приятнее выбирать такие вот комфортную правду, потому что она не заставляет пережить какую-то рефлексию о том, кто мы как общество, куда мы движемся, если такое происходит у нас. Все эти мысли, они отбрасываются, потому что, так они преувеличивают, а может они вообще врут, а может они все договорились. Эти две реальности, они существуют абсолютно одновременно, и то, что вы увидели их по очереди, это называется черри-пикинг.
Короче говоря, мы просто составляем определенную подборку вещей, которые помогают нам продвигать тот нарратив, который мы решили выбрать. Это привлекает людей, это дает им понятные, простые ответы на довольно сложные и комплексные темы, и нужно сказать, что это нехорошо, потому что сложные темы, которые объясняются простым языком, приводят к очень радикальным последствиям. Мы легко принимаем любую историю, которая сохраняет удобный нам образ, комфортный нам образ, и отталкиваем ту историю, которая этот образ тревожит. Это как искать подтверждение своего мнения в интернете, листая до самой-самой там последней страницы поиска, чтобы только найти какую-нибудь страницу на ответах Mail.ru, где какой-то человек 13 лет назад написал, что да, он тоже считает так, как вы. Вокруг слова расизм спорят не по той причине, что кто-то глупый, а кто-то умный, а потому что они спорят о разных вещах. Один человек говорит про законы, второй человек говорит про культурные нормы, третий человек говорит про повседневность. И это все разные режимы. Каждый уверен, что он говорит именно про тот самый расизм, но на самом деле обсуждение ведется на разных этажах. На самом деле видов расизма чуть больше, но мы сегодня все немного упростим. Режим первый — формальный. Законы, запреты, идеология и так далее. Режим второй — культурный. Это норма по умолчанию, у нас так принято и так далее. И режим третий — это повседневность, повторяемые микросигналы в быту. Существует термин, который как раз-таки описывает такие маленькие, колкие, непонятные сигналы, которые сложно идентифицировать, но они называются микроагрессией. Это короткие повседневные сообщения, которые как бы говорят человеку, что ты не норма, ты исключение, ты чужой, даже если они поданы дружелюбно. Я не хотел обидеть, это намерение, но маркер чужого, который после него остается, это эффект. Сейчас я их озвучу, я уверен, что что-то из этого, а скорее всего даже большая часть этих фраз у вас в голове существует. В США было бы еще хуже. Иногда да, иногда нет, зависит от периода, зависит от места. Но проблема здесь в том, что эта фраза не отвечает на вопрос о том, что происходит здесь. Ты кому-то говоришь, что у тебя болит зуб, и тебе говорят, а у твоего соседа как бы, челюсть сломана. Мы не пытаемся сравнивать, кто хуже, кто лучше. Мы пытаемся выявить определенный механизм, проявить его. Западная повестка — это скорее критика источника, а не механизма. Вам может не нравиться слово, но вопрос остается вопросом, как бы, это явление существует или не существует? Если у вас есть знакомый черный человек, который не жалуется на подобные проблемы, то это классно, и я верю, что это может быть правдой, но человек — это не статистика. Я работал до сих пор работаю с русским. И я никогда не почувствовал, что я раз. Расизм на постоянке, систематически? Ну, такого, я думаю, нет. Я считаю, что расизм нет. Ну и важно отметить, что, конечно, есть разница между туристом и жителем. Конечно, ситуации бывают разные, и те могут сталкиваться и не сталкиваться, но все-таки это разная цена возобновляемости одного и того же неприятного опыта. Человек, который прилетает в Россию из Африки, его личность, его формирование его личности уже по большей части закончено. Оно, конечно, будет еще продолжаться, но в определенной степени оно завершено, и оно было завершено в моноэтническом обществе. Так же, как и формирование личности русского человека, которому 18 лет и который живет в России. Есть ли у белого человека вообще какая-то рефлексия на тему того, как он родился? Вот у белого русского человека, который там с голубыми глазами, там, светлыми волосами. Нет, у него этой рефлексии чаще всего. То, что вот он там может как-то страдать фоново и так далее. Это неплохо, это просто есть. Ни первый человек, ни второй человек не знают ничего о том, как расти в обществе, в котором ты не соответствуешь этническому большинству. Потому что сталкиваться с подобной средой мозгом ребенка и мозгом хотя бы немного взрослого человека — это огромная разница. Жаль, в России нет своего Ку-клукс-клана. Вы что, прикалываетесь? Шутка тоже задает границы допустимого. Если она повторяется по определенной группе, то она уже начинает производить определенную негативную норму. Это важный пример того, как легкая форма может закреплять тяжелый эффект, и это не про виноватых, это про то, как работает среда, когда у нее нет привычки различать самоиронию и дрессировку. Рабство, рабство, ты куда ушло? Рабство было хорошо. На поверхности это выглядит так, что мы все вместе смеемся, но по факту это создает определенную сделку. Тебе дают место в комнате, если ты подтверждаешь чужую карикатуру о себе. Мой любимый, бананового цвета. Аппетитного. Ты не боишься встретить хулиганов? После 11 уже темно. Если не улыбаться, они меня не заметят. И чем больше это повторяется, тем сильнее стереотип становится нормальным знанием, особенно для тех, кто не разбирается в теме. В целом, такой юмор позволяет говорить все, что угодно, переходить границы, а если это тебе не смешно, то у тебя просто нет чувства юмора. Смотрите, негр! Негр! Думба-думба, просто я... Думба-думба! 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 Думба-думба, просто для себя. Я не пойму, тут негр сидел? Да. И у вас один общий враг. Если я правильно показываю. Консервативные белые, вот мы. Короче, Гомосек, можешь негра попросить мусор вынести, а? Ты негр, понимаешь? Но когда
когда это шутит человек, который никогда с этим не сталкивался, мне, например, это не смешно, потому что, ну, чувак, ты не имеешь вообще никакого понятия о том, с чем я сталкиваюсь, как я живу. Поскольку эта тема — это не та тема в нашей стране, которая обсуждается с детьми или которую принято обсуждать со своими детьми, то она просто выпадает из, скажем так, списка тех вещей, которых входит в воспитание ребенка. И поэтому с большой вероятностью воспитанием ребенка в этой связи займется кто-нибудь вроде вот этого персонажа. Кто такие русские, блядь? Ну, для меня это любой белый человек, который родился в России. Но это не работает с негром и так далее. Я сказал белым человеком. И под белое, если что, понятие мне не попадает вообще. Во-первых, главенствующая нация должна быть. Нацизм. Давайте напишите в чате, что нацизм, нахуй. Пока, нахуй, твою мать, нахуй, ножом, блядь, не износи. Вообще такое будешь писать. Расскажи про свои взгляды политические. Ну, блядь, я считаю, в одной стране должна жить одна нация, все остальные кости. И должна быть нация главенствующая, для которой должно делать все государство. Можешь кинуть Зигу? Что делать? Зигу. Это что? Самое главное, расовая грубость, она не остается детской. Она формирует у ребенка раннюю модель мира, кто по умолчанию свой, а кто по умолчанию чужой. Ровно этот принцип и демонстрирует исторически известный гугельный тест. Это было исследование о влиянии среды на самооценку детей. Конечно, это не универсальный детектор для всех стран и эпох, но это сильный образ принципа. Дети впитывают статус нормы из своей среды. Почему эта кукла плохая? Потому что она вся черная. А какая похожа на тебя? В тот момент я действительно думал, что я приеду домой и отмоюсь нахрен, что стану, типа, белым человеком. Хотела стать светлее, я там пользовался белящими кремами. Там. У меня просто вот там до того доходило, что я там не загорал, наверное, лет там до 19-20, потому что мне просто было, ну, как-то мне казалось, что тогда я совсем буду другая, и тогда вот вообще все будет еще хуже. Фраза «ты слишком чувствительный», она переводит разговор с действия на реакцию, заставляет человека сомневаться вообще в собственной реальности. Даже вне дискурса расизма, я считаю, эта фраза не имеет вообще места существовать в подобных сложных темах. Другими словами говоря, что это все мелочи, мы приходим к реальности, в которой у нас все просто, у нас есть простые ответы на все вопросы, и именно подобный взгляд на мир рождает довольно радикальные идеологии. Понятное дело, что у России не было трансатлантического рабства, и она не участвовала в колонизации Африки. И наш разговор — это не сравнение двух историй, это о том, что происходит в России прямо сейчас. У нас было крепостное право, и мы сами были рабами. Но есть различия. Крепостное право, оно не делало человека чужим по внешности, то есть не было видимого маркера, который всегда с тобой, как твой цвет кожи. Расовая метка работает так, что ее нельзя с себя снять, ее нельзя перерасти, она читается мгновенно, когда на тебя просто смотрят. Но давайте будем честны, государственный какой-то нарратив, он не перепрошивает бытовую реальность. Можно действительно быть за дружбу народов в глубине души, и при этом все равно смеяться с шутки, где роль человека сводится до его цвета кожи. Победа нацизма — это огромная заслуга, но она не гарантирует, что общество автоматически стало антирасистским на уровне языка, юмора и быта. Пушкин и Ганнибал Петрович были темнокожими. Пушкин и его, безусловно, великая фигура не отвечает за то, что происходит с темнокожим человеком сегодня, прямо сейчас в России. В школе, в аренде жилья, в общественном транспорте, в комментариях. Поэтому, конечно, никто не отодвигает такой символ, как символ Пушкина, но не стоит ими подменять реальность. Наличие великих фигур не отменяет бытовых практик. Это то же самое, что говорить: у меня есть черный друг, значит, я не расист. Я люблю свою маму, значит, я не сексист. По поводу слова «негр» и того, что оно в себе несет, как оно сравнивается с западными аналогами. Но в любом случае, я хотел бы, наверное, снять об этом отдельное видео, потому что за этой штукой тянется очень большой шлейф информации, недосказанностей, и это все лучше собрать в отдельном выпуске, поэтому в следующий раз. Немного подробнее про 3 режима, которые я упоминал, и начнем с первого. Он включает в себя сегрегацию, ограничения, законы, таблички только для кого-то, то есть в первую очередь это формальная дискриминация. И именно поэтому фраза о том, что в России нет расизма, в этом режиме действительно для людей звучит правдоподобно, потому что они смотрят вокруг и не видят подобных вещей, не видят табличек, ограничений. Формальный режим спрашивает, где законы, а мы добавляем вопрос, что происходит в практике, даже когда закон молчит. Человек, который пишет только для славян, часто он не считает себя расистом-идеологом. Ты можешь попытаться там как-то войти в его положение, это действительно очень тяжело. Проще сказать, что вот, у меня там узбеки что-то квартиру снимают, они мне не нравятся, их там живет много человек. А то, что в такой же позиции могут оказаться условные студенты, которые там снимают квартиру на 6, и они не вызывают у людей такой ненависти. А вот у меня семья узбеков квартиру всю загадила. Ну, я им, правда, сдавал без договора, ну, вот все равно это узбеки виноваты. Вот это Узбекистан. Это не то, что люди там конкретно какие-то плохие, это вот конкретно вот нация виновата. И второй режим, он более скользкий, потому что здесь никто не скажет тебе, что ты хуже или ты какой-то прям вообще вот не такой. Тебе это гладко подадут, вежливо. Как только другие начинают означать хуже, опаснее, примитивнее, это и есть расовая логика, и даже без слова «ненавижу».
Если марсианин будет в Европе, в Париже себя вести прилично, если он не будет меня, так сказать, хамить, хватать за руки, купи у меня сумку и так далее, или кричать, потому что они дико крикливые, я не буду говорить кто, да, в Париже, или там где-нибудь в Милане, или даже несколько штук в Венеции ходит, уже ужас какой, приплыли. И вот ключевое понятие этого режима – норма по умолчанию. Кто у нас просто человек, чье имя обычное, чей акцент нейтральный, кому доверяют авансом, а кому нужно каждый раз доказывать, что он свой? Ну и кого в конфликте скорее посчитают случайностью, а кого типичным представителем. И что очень важно, часто разговор ведется даже не про гостей, а про людей, которые здесь родились. Мне постоянно пишут, расизм — это когда тебя ущемляют из-за цвета кожи, а не когда пишут шутки про хлопок. Окей, а вы в курсе, как тяжело найти съемную квартиру, когда ты выглядишь не как русский человек? Я первый раз пришла смотреть квартиру для съемок. Почему-то параллельно ее смотрела еще одна девочка, ну ладно, не суть. После просмотра я сказала, мне очень понравилась эта квартира, я готова ее в принципе взять, на что хозяин на меня вот так посмотрел. Он на меня косо посмотрел, а потом посмотрел на эту девочку и говорит: а вы что скажете? И просто внимание, что она сказала. Слушайте, ну у вас там кран течет, ванна и кухня как-то странно установлена, если вы готовы это все поменять, то в принципе я ее беру. На что собственник ей отвечает: да, окей, мы вам ее отдаем. Просто выхожу в слезах, звоню папе, говорю: папа, это дискриминация, почему это происходит, это все несправедливо. Папа начал меня успокаивать, но он, честно говоря, не удивился вообще данной ситуации, наверное, у него таких было миллион плюс один. Также было много ситуаций, когда я приходила, и мне просто на пороге говорили: мы сдаем только славянам. Я говорю: я славянка, я родилась в России, я знаю русский язык, у меня русский менталитет. Но они мне говорят: нет, вы не выглядите как славянка, поэтому извините. Именно когнитивная нагрузка, каждодневная когнитивная нагрузка. У России есть сильная моральная опора, у нее есть память о борьбе с нацизмом, идея многонациональности, интернационализм как часть истории. Это реально важно, и это часть нашей идентичности, я бы сказал. Но это не щит, и не должно быть, и не может быть щитом, который автоматически создает равную бытовую культуру уважения друг к другу. И наша задача не увидеть, кто прав, кто не прав, а просто увидеть все, увидеть целиком всю картину. Какие вещи считались смешными и допустимыми на массовую аудиторию? Blackface — это когда белого актера или белого ведущего красят в черный цвет все его лицо, и он начинает исполнять то, что стереотипно приписывается чернокожим людям. Ну и суть дегуманизации здесь в том, что неизменяемая часть внешности определенных людей становится маской для смеха довольно большой аудитории. У нас, в нашей стране, это тоже было на больших федеральных каналах. С нами на прямой связи темная страница американской истории Барак Обама. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100. О-о-о. Здравствуйте, здравствуйте. Black Lives Matter, Black Да Lives можете не орать. У нас нет расизма. Максимум вас цыгану перепутают и все. И вот такой вопрос у меня возник. Вы считаете эту книгу своим достижением? Конечно. Потому что до вас никто из ваших родственников не писал книги? Потому что до меня никто из моих родственников вообще не умел писать. Сразу надо было идти в рэп-музыканты, а не президенты. Мы лучше туалетный освежитель почитаем. Когда черный парень шмаляет своих врагов налево и направо, это нормально, Саня, это респект, Саня. Странно другое, почему ты их не ешь, Саня? На полу все ходили вот так вот, танцевали полонез, а ваш Саша танцевал вот так вот. Ты единственный ходишь реку по спинам крокодилов, с этим вашим полонезом далеко не уйдешь, надо хачки и все. Это не я научил, это гены. Няня, что вы делаете? Я тебе докажу, что ты черный. Давай, трехочковый. Это у тебя в крови, Саня, давай, йоу. Йоу-воу. Саня, NBA. Он ворует мою дурь, Саня. Говорящая рыба, где это видно? Ты понимаешь, я сразу все поняла. Нормальная черная женщина родит тебе 5 за раз, Саня. Вот это самое, мама. Я просто людям башку сейчас, снежок. Тогда я, знаете, право тоже шмальну, уголек. Так что, по сути, это просто готовая форма, которая потом всплывает в головах у людей, они даже не знают почему, не задумываются, задают какие-то вопросы и ненамеренно или намеренно причиняют вред другим людям. Опять же, было намерение, не было намерения, эффект будет почти всегда. Вас на границе досматривали когда-нибудь, заставляя штаны снимать? От меня досматривали, потому что у меня внешность такая, причем даже на перелетах внутри России. И подобным образом юмор становится инструментом нормализации таких вещей, которые, наверное, не стоило бы относить к норме. Соседи топают каждую ночь, и тебе говорят, что купи беруши. В итоге чинится не сам шум, не проблема, а твоя способность терпеть эту проблему. Если культура привыкает объяснять проблемы людей через исключения, то она не делает механизмов защиты для этих людей. Если культура вознаграждает только удобные истории, то она подталкивает людей молчать о своей боли. В итоге эта проблема не исчезает, она уходит в подполье. И позже будет проявляться еще более жестко. В этих роликах в основном люди говорят, что им комфортно переезжать в Россию. Это ролики не африканцев, родившихся в России, а именно людей, которые эмигрировали в Россию. Судя по моим родителям и по тем африканцам, которых я знаю, я практически никогда не слышал негативной реакции африканцев на расизм в России. Это всегда было больше из разряда, ну, типа, они тут главные. понимаем. Ну, типа, это такая страна. Для людей было странно, что какой-то чужак ходит по их земле. Я не могу винить белых людей. Люди привыкли жить, да, в России. Я хотела бы жаловаться как-то, но это не самая веселая история, потому что это было иногда очень даже непросто. Я не так много сталкивался в России с дискриминацией, но она есть 100%.
100%. Возможно, мой мозг решил это вытеснить каким-то психологическим образом. Построение идентичности на том, что ты чужой, это, не очень, на самом деле, хорошо, особенно в таком раннем возрасте. Грубость, она, по сути, сначала цепляется за расовую метку, потом она может нормализоваться шуткой, и далее это незаметно превращается в механизм дискриминации. И здесь российская специфика, она довольно бессильна, потому что она не имеет языка, на котором можно получить профессиональную помощь по данному вопросу. Прекрасно понятно, почему нет таких специалистов, никто не говорит о том, что они должны появиться и лечить 1% населения. Вот мы создадим сейчас 10 людей, которые будут эти 10 врачей лечить 100 тысяч африканцев, которые живут в России. Но факт остается фактом. Психологическая помощь именно в этой связи, она практически отсутствует. И даже если мы скажем, что окей, это юмор, это нулевые, так было принято, никто не утверждает, что все зрители стали расистами, когда это посмотрели. Я говорю о другом. Когда дегуманизация становится смешной и привычной, то у общества падает порог отвращения, делая все ближе следующую ступень того, к чему никто из нас не хочет приближаться, поверьте. И тут важна одна тонкость, иногда люди правда не вкладывают ненависть в это, они вкладывают привычку. Сегодня это произносится как шутка на широкую аудиторию, потом кто-то говорит, вообще-то, послезавтра это становится нормальным мнением в компании, а потом кто-то считает, что это уже должно быть не просто мнением, переходом к каким-то действиям. Эта риторика, она сохраняет комфортную картину мира, но обсуждение расизма и подобных глубоких и сложных тем не должно быть простым. У моего отца был друг, у него была дочь Лилия Сисока, может быть, кто-то там слышал про эту историю, что девочку русские националисты таместкой вот так вот по горлу в подъезде порезали. Важно понимать, что этой истории всего 20 лет. Может показаться, что это много, но это на самом деле критически мало, учитывая, что никаких глобальных инициатив, вроде разговоров о важном, по-настоящему таких вещей не проводилось. И тот факт, что сейчас таких проблем вроде как нет, это огромное счастье и везение. И это счастье и везение, оно ничем не подкреплено. Оно не закреплено ничем. Оно может вернуться по щелчку пальца. Это вещи, с которыми надо постоянно работать. И переходим к третьему режиму. Это тот режим, который чаще всего вызывает конфликты. И доказывается он не одним эпизодом, его суть именно в повторяемости. Еще раз, один эпизод — это шум. 10 похожих эпизодов в разных местах — это паттерн. Но когда это повторяется больше, 50-100 раз, это уже среда. Мы говорим не о том, кто виноват. Мы говорим о том, какая атмосфера складывается вокруг человека. Иногда это звучит как дружелюбие, звучит как любопытство, звучит как шутка, но по факту в это все равно зашит сигнал. Человек так или иначе все равно ощущает, что ему приходится объяснять свое существование другим людям. Просто факт своего существования в данном месте, в данное время. А ты что такой черный-то? Че такой голый? Я, дружок, таким и родился. 5 раз, 10 раз, окей, но когда ты слышишь это всю жизнь, по несколько раз в день, каждый день своей жизни, когда ты выходишь из дома, и ты знаешь, что когда ты выходишь из дома, ты будешь это слышать, и ты к этому готовишься, весь свое тело на это настраивается, и ты уже просто, живешь в этом. Это так или иначе все равно превращается в психологическое насилие ненамеренное. Уильям Эдуард Берхард Дюбуа, афроамериканский писатель конца 19-го, начала 20 века. В его главной работе «Души черного народа» это описано как двойное сознание, double consciousness, необходимость жить своими глазами и глазами общества, которое читает тебя как другого, в связи с чем у тебя вырабатывается ложное представление о самом себе. Человек всегда осознает свою двойственность. Он американец и негр. В его душе и мыслях борются два разных идеала, два непримиримых стремления. И только непоколебимая сила воли не дает ему разорваться на части. Я объясняю человеку, я родился в Москве. Он говорит, офигеть, да? И продолжает вот это все накидывать. Ладно, если вас это так удивляет, удивляйтесь, но я думаю, что это абсолютно нормально. И причем, я никогда не видел, что там китаец говорит хорошо на русском. Все такие, охренеть! Офигеть, как так? Это сопряжено с огромным количеством, просто багажом проблем. В этом видео мы все не охватим, но в других обязательно. Если ребенок почти нигде не видит людей, которые похожи на него в роли нормы, скажем так, героя, умного, красивого, желанного, то у него повышается риск начать ощущать себя вне нормы. Ген, посмотри меня. Что ты с собой сделал, Гена? Слушай, ученые доказали, что мы все произошли от одной семейной пары. Значит, мы все внуки одних людей, понимаешь? То есть мы все связаны. Негативные идеи среды поселяются внутри, и человек начинает мерить себя чужой шкалой. И здесь важно не демонизировать общество, не обвинять семью.
Это механизм социализации, и он может происходить тихо, без одной большой травмы, просто от долгого нахождения в определенной среде. И это не только про чувства, это в том числе про физическое, про тело. Когда человек долго живет в настороженности, даже без прямой угрозы, организм платит цену адаптации. В науке есть такое понятие — аллостатическая нагрузка, и условно это износ от хронических стрессоров. Если ты годами внутри держишь сканер опасности, у тебя растет напряжение и истощается ресурс. Представьте, что у вас есть камешек в ботинке. На первых 100 метрах, когда вы идете, он абсолютно терпим, но на 10-м километре у вас уже образовывается рана. Я скажу это еще раз, хотя если вы досмотрели до этого момента, то, скорее всего, вы уже это и так поняли, я надеюсь. Это видео не про виноватых. Ну, по моему мнению, даже это видео не является достаточно подробным, потому что эта тема, она просто необъятна. Поэтому в дальнейшем будем обсуждать все, что ломает шаблоны, ведь для этого я и создал этот канал. И если вы вдруг поймали себя на сопротивлении, то нужно понимать, что это нормально, потому что подобные темы, они не могут не раздражать, особенно когда они не касаются лично тебя.